Ола, амигос, привет всем-всем-всем! Сегодня вас ждет новый влог из Аргентины. Вас ждет небольшой шопинг, несколько кафе, прогулка в парке и несколько забавных историй. Приятного просмотра и отличного настроения. А начать мне хочется именно с шопинга, потому что мы решили заглянуть в Чики. Это один из детских магазинов. В него мы еще не заглядывали, но я хочу купить что-нибудь именно на сейчас, что нам подойдет по размеру, что будет актуально, потому что сейчас достаточно жарко. И хочется вот во что-то милое нарядить малышку, чтобы было как раз комфортно гулять в такую жару. Вот. Я что-то посмотрела как раз муслиновое, может быть, что-то из этого как раз выбрать. В общем, сейчас покажу, что здесь есть в плане ассортимента, какие есть варианты. Вот. Цены здесь, конечно, немножко кусаются, особенно по сравнению с нашим Вайлдберрисом. Но в Чике часто бывают акции, например, 3 вещи по цене 2, и получается более-менее. Вот мы как раз решили воспользоваться данной акцией и прикупить немножко чего-нибудь на сейчас. Вот. Вещи, конечно, здесь в плане качества выглядят не всегда надежным. Кажется, что через несколько стирок они все-таки развалятся. Вот, но мы решили рискнуть. Вот, в принципе, мне здесь приглянулась пара вещей, так что будем тестить. И помимо одежды разных размеров, здесь также еще представлена обувь, так что можно будет потом посмотреть еще что-то из обуви, когда уже подрастем. И еще мы зашли заодно в Джумбо, чтобы взять памперсов, потому что у нас уже подходит к концу. И очень выгодно то, что в Джумбо очень часто бывают различные акции, где тоже выгодно покупать памперсы. Вот, поэтому мы стараемся как раз подстраиваться под них, чтобы было, естественно, дешевле. Что ж, вот такой вот у нас пакетик из Чики. Сейчас покажу, что я там все-таки купила. Это 2 вещи. Вот, они нам пойдут как раз на сейчас. Смотрела их по размерчику, так что можно будет их сейчас одеть. Вот. Это вот такой вот муслиновый комплектик. Здесь еще такая вот открытая спинка, очень мило смотрится, мне кажется. Должен пойти сейчас, по крайней мере, по размерной сетке. Вот, он идет на сейчас, из того, что они написали. Вот, в Чике можно было купить 2 вещи по цене одной. У нас получилось заплатить за все это где-то в районе 2000 рублей. Вот, и вот такой вот тоже бодик миленький с рукавчиками. Вот, мне тоже очень нравится, сердечко. Мне такой, кажется, достаточно классический вариант. Вот, в принципе, достаточно симпатичный. Ну, в плане качества, в принципе, нормально. Вот, как-то так он выглядит. В общем, 2 таких миленьких комплектика. К этому, кстати говоря, у меня есть еще бирюзовое сердечко, так что будет прям вот вообще. Я уже заикнулась про памперсы и хотела сказать, что памперсы здесь ужасно подорожали. Не знаю, в курсе вы или нет, вот, но сейчас они прям вот стоят здесь в разы дороже, нежели чем когда мы приезжали. Ну и вообще, мне кажется, что девиз Аргентины — это ловить какие-то акции, тогда можно действительно сэкономить. Но нужно просто везде мониторить. Это был очередной день, когда мы не успели позавтракать дома, поэтому мы зашли вот в такое вот кафе. Нашли мы его на Google Maps по отзывам, вот, и по, естественно, удобному для нас расположению. Вот, решили заказать кофе и всякие сэндвичи. В общем, булочку вот с корицей тоже взяла. Расположиться мы решили на улице, потому что с коляской, в принципе, удобнее все-таки где-то садиться на улице. Ну и плюс погода тоже располагает. А так я не ожидала, но сэндвичи оказались действительно просто огромнейшими. Вот, поэтому мы прям так сытно покушали. Кофе приятный, сэндвичи не сказать, что прям вот вау, но вполне себе съедобные. В Буэнос-Айресе можно встретить очень много различных ретро-тачек. Вот, они, конечно, здесь есть разных цветов и вариаций. Очень прикольно их находить по городу. Ну а мы еще немножко прогулялись по городу и пошли домой. Что, наряд с сердечками мы испортили. Мы сегодня писуны, вот, поэтому оделись в новенькое вот такой вот муслиновый комплектик. Как раз вот это сердечко идеально сочетается с ним, вот, хотя у меня ничего под него не было. И как раз вот идеально просто, мне кажется, совпало. Вот там, конечно, этот костюмчик немножко велик, но все равно потом будет впору. Вот сейчас вот как-то так выглядит. Но, в общем, все равно мило, мне кажется. У нас уже новый день, мы решили вооружиться кофе, конечно же, и пойти уже в парк, организовать такой мини-пикник на травке, в общем, посидеть, насладиться природой, отдохнуть, побыть всей семьей, можно сказать, вместе. Вот, так что как-то так.
Такую спонтанную вылазку с пледом мы еще не организовывали в Аргентине, вот, но я знаю, что здесь очень любят как раз посидеть на каких-нибудь пледиках, попить матте, поболтать. В общем, здесь это прям вот в выходные особенно любят аргентинцы. Ну и, в принципе, мне кажется, в любое время они здесь сидят на травке, когда могут. Я для Эми взяла еще такое более плотное одеялко, чтобы на земле было, если что, не холодно. Вот поэтому как раз постелила его, и ее мы выкладывали на него. Вот. Ей понравилось, мне кажется, так лежать. Солнышко, ветерок, в общем, все так. Новые какие-то ощущения, мне кажется, у нее были. По-моему, прикольно. Вот, а я тоже как бы без обуви на пледике расслаблялась. Вот муж в это время ходил еще кататься на лонгборде. В общем, так хорошо провели день. Вот, очень прикольно было. Но еще мне кажется, что если у вас есть возможность реально выбираться на прогулки с коляской, вот, то обязательно нужно это делать, потому что это, естественно, полезно и для вас, как приключение какое-то, вот, и для ребенка все-таки тоже. Что ж, всем привет, давно не виделись. Что новенького вообще? Так, во-первых, я записалась на курсы аргентинского, скажем так, в общем, испанского. Сегодня у меня было первое занятие как раз, я оставляла малышку с мужем. До этого мы покупали молокоотсос, вот я специально как раз слегка стыдилась, как бы. Я уходила всего лишь буквально на 2 часа, поэтому как бы я не сцеживала много молока. Вот, в принципе, можно было оставить ее и так, думаю, вот, она бы справилась, потому что я ее до этого кормила. Вот, но на всякий случай я оставила мужу как раз в баночке немножко молока, и он ее покормил. И, короче говоря, вообще сегодня Эми ведет себя просто шикарно, она совершенно как бы молодец, не беспокойная, она как бы спит. С утра я вместе с ней ходила к педиатру, вот тоже сейчас расскажу, как мы сходили. Вот, в общем, что про занятия. Я немножко как бы учила как раз язык сама до этого, и поэтому, в принципе, все, что сегодня было на занятии, было просто. Я больше переживала, на самом деле, как малышка будет себя чувствовать без меня. Вот. Но, учитывая, что я ее оставила спокойно с мужем, как бы, да, получается, на 2 часа точно, вот, потому что занятие идет 1,5, и пока я еще как раз дошла до самого места, вот, то, в общем, очень хорошо, что, в общем, мне не пришлось переживать. В общем, что ребенок без меня спокойно совершенно смог существовать. Вот, потому что, мне кажется, для любой мамы вот, первый раз оставить, в принципе, малыша с кем-то другим, ну, как бы, оставить малыша без себя, без, как минимум, молока, да, это, ну, как бы, волнительно, вот. В общем, я очень рада, что все получилось. У меня теперь занятия будут 2 раза в неделю, вот поэтому я буду как раз это практиковать. Ну и что еще? Мы сходили с утра как раз к педиатру, я тоже одна ходила без мужа, потому что муж как раз ездил по делам. Вот, были мы у педиатра, все хорошо. Как раз у нас было взвешивание еще раз, ее померили, потому что сейчас у нас уже почти что месяц, ей уже, представляете, месяц почти моей малышке. Вот, она сейчас 52 сантиметра, набрала вес у нее 3300, это на, ну, почти на 300 грамм больше, чем вообще вес ее, как только она родилась. Вот, да, мы, конечно, не крупненькие, мне как раз врач сказал, что он привык, что у русских, в принципе, такие достаточно мясистые, как бы, да, крупные детки, вот, но у меня малышка такая миниатюрная, вот она у меня больше, по сути дела, в длину, мне кажется, растет, нежели чем вширь, вот, но сказал, что все в пределах нормы. У меня вообще, мне кажется, девиз всей моей беременности, и, видимо, сейчас тоже, это, типа, все в пределах нормы, вот, мы пока что придерживаемся дальше, мне кажется, этого же, как бы, слогана, вот, поэтому все в пределах нормы, в общем, все с ней хорошо, чувствует она себя хорошо. Что касаемо относительно коликов, я думаю, что они у нас есть, вот, но мне кажется, что они у нас в той степени, за которую, как бы, не стоит волноваться, которая не сильно тяготит родителей, вот. В чем это проявляется? У нас проявляется некоторыми, это как бы, телодвижениями и кряхтением с 6 утра где-то до, наверное, 11-12 дня. Она уже просыпается, как бы, во-первых, ей пора, видимо, вставать, это раз, а во-вторых, она вот прям вот кряхтит, тужится, вот, видимо, ее как-то, ну, все-таки газики беспокоят.
Я ей периодически как раз делаю массаж, но не всегда я делаю как раз именно в этот промежуток, хотя, наверное, как бы, да, хорошо бы. Вот, я ее в это время стараюсь кормить, она тоже успокаивается. Вот, но прям вот какой-то супер истерики, каких-то криков у нас нет. Вот. И единственное, еще она из-за этого тоже, когда прикладываешь ее к груди, она может как-то себя беспокойно вести, может отрываться. Вот. Но здесь тоже, как бы, я так понимаю, что важно ее именно успокоить, потому что как только вот ты ее именно как-то так вот приласкаешь, погладишь, она чувствует себя спокойнее, может как-то как бы уже есть и лежать так, в общем, не нервничая, да, как бы спокойно уже немножко засыпая. Вот. Поэтому я как-то, в общем, тоже приноровилась с этим справляться. И последнее, я у педиатра хотела уточнить как раз про прививки, потому что не совсем было понятно, когда их делать, вот, исходя из этой брошюрки, которую нам дали. Вот, но я уточнила, и, оказывается, ее делают, в общем, все остальные прививки ставятся у нас уже когда, в общем, ей будет точно 2 месяца, то есть, как бы, начиная с 3 марта, вот, получается. Сейчас пока что не нужно ничего, как бы, делать, даже не нужно, как бы, прямо вот идти к педиатру, просто смотришь за ее самочувствием. Если все хорошо, как бы, ничто ее не беспокоит, колики не усиливаются, вот, то, в принципе, просто растем, кушаем, вот, как-то так, в общем, пока что план такой. Вот, а мы как раз приехали, я ее довезла до дома. Муж встретил меня возле как раз того места, где проходят занятия, вручил ее мне, и мы поехали домой. Вот, она пока что здесь еще немножко спит. Вот, вообще она сегодня молодец, конечно, хорошо себя ведет. Ну и вам не стоит обращать внимание на наш бардак, у нас здесь вообще нужно, конечно, все приводить в порядок. Вот, но да, вот здесь моя еще резинка. Вот, но я купила себе в награду мороженое, взяла фисташку, попробовать апельсин и шоколад с орехами, я так поняла. Вот буду сейчас как раз открывать, пробовать. Ну и в плане вообще оставшихся каких-то вещей относительно сегодняшнего дня у меня готовка. Посиделки как раз с Эми, и, наверное, возможно, я смонтирую как раз еще одно видео. В общем, не знаю, в принципе, я сегодня достаточно так бодра. Вот мне удалось поспать вчера вечером, вот немножко набраться сил, потому что, конечно, вот эти ночное кормление немного утомляет. Я сделала заготовку. Вот это у меня зеленушка, это морковка и лучок нарезанный. Вот, теперь мне удобно все это добавлять в супчик. Я хочу еще больше сделать зелени. И еще, наверное, сделаю тоже такой пакет с кабачком. Вот, очень шикарненько. Кто моя рыбка? Кто моя чистая рыбка? Кто уже чистюля? Кто в чистом памперсе, а кто сделал великие кака? Главное, что сердечко не запачкал, да? Главное, что не запачкал. Молодец. Что это? Так, у этого чая я нашла вкус, который мне нравится. Здесь было 8 разных вкусов. Вот, я, по крайней мере, определилась, что мне по душе. И взяла попробовать еще один. Взяла попробовать этой же фирмы, попробовать еще вот здесь вот 4 таких чая представлены. Они, на мой взгляд, такие более травянистые, более фруктовые. Так что посмотрим, может быть, здесь тоже будет что-нибудь интересное, что мне понравится. А так я как раз вот купила вот такой вот зелененький с пряностями. Вот он мне очень понравился. И даже уже почти подошел к концу. Вот я его прям вот по утрам и по вечерам частенько пью. Я вот в таком виде решила просто тоже записать небольшое видео, потому что по-другому вообще не выходит. Вот, поэтому хотела поделиться еще немножко какими-то такими моментами в плане быта. Так как я записалась на курсы испанского, испано-аргентинского, вернее, вот, то для удобства мы решили купить еще молокоотсос, чтобы можно было оставлять тоже молоко для малышки. Плюс, если вдруг все-таки еще какие-то дела появятся, я хочу сделать такую небольшую банку тоже молока, вот, чтобы было на подстраховку. Вот, поэтому молокоотсос мы все-таки купили. Он самый такой простой, ручной. В общем, мы решили не заморачиваться, потому что я не буду прям вот на какой-то стабильной, постоянной основе, наверное, сцеживаться. Вот, поэтому, в общем, меня, в принципе, он устроил, я уже попробовала. Вот, сейчас его покажу. И мы купили как раз тоже пакеты. Здесь, насколько я вот поискала, да,
Есть либо пакеты 30 штук в упаковке, либо 80. Вот. Я нашла только буквально 2 места, где были 30. Это вот это самое популярное, мне кажется, памперсная. В нее, кстати говоря, ходит много русских, насколько я поняла. Вот по очереди, которая была как-то раз. Вот, в ней есть как раз эти пакеты. И еще частенько они бывают в одном из моих любимых магазинов, они на заводе были, поэтому их не было в наличии. И было еще место, где я нашла как раз 80, по-моему, была какая-то аптека. Вот, но 80 мне точно не нужно, по крайней мере, пока что. Вот, а 30, по-моему, такое оптимальное число. Вот, сейчас тоже покажу, какие пакеты мы взяли. Вот такая вот упаковка с пакетами. Здесь их 30 штук. Сейчас покажу, как они выглядят внутри. Вот так они выглядят. Сейчас переверну. Такие вот небольшие, с 2 как бы отсеками, где можно будет оторвать. Вот, и вот здесь вот идет шкала как раз в плане миллилитров. Вот как-то так они выглядят. Молокоотсос мы купили как раз от Чика. Вот такой вот он небольшой. В принципе, как бы достаточно легко разбирается, собирается. Я делала это первый раз по инструкции. Вот. Конечно, если вы планируете прям много сцеживаться, вам будет неудобно, потому что здесь приходится вот качать эту ручку, и это занимает достаточно длительное время. Вот. Но мне, в принципе, удобно, потому что я не собираюсь отлучаться как-то надолго, вот, а на небольшой объем самое то. Еще тут нет дрипов, их невозможно найти, вот, но есть вот такая вот, как бы, вот такой вот кофе в пакетиках, не знаю, я взяла попробовать, подумала, может быть, это что-то будет хотя бы похожее, хоть отдаленно напоминающее, вот, попробуем, вот, посмотрим, потому что хочется что-то такое заваривать дома. Вот, пока что мы не купили нормальную кофемашину, вот, а то, что здесь как бы есть, вот эта кофеварка с фильтрами, мне не очень нравится, вот. По крайней мере, в плане кофе на вкус не очень. Вот посмотрим, что будет себя представлять вот это. Ну и я буду ждать покупку нормальной кофемашины. Вот так это выглядит внутри, такие вот пакетики запакованные. И внутри просто вот такой вот пакетик. Вот я уже насыпала корицы. Сейчас положу еще этот пакетик. Еще она, конечно, бывает частенько икает, вот как сейчас. Вот. Не знаю, чем ей помочь, конечно. Когда икает, сложно как-то с этим справиться, да, малыш? Моя булочка сладкая. Такие мы сейчас смешные. Нам уже почти месяц. Да, почти месяц нам. Сейчас как раз справимся с икотой и пойдем гулять, да? Справимся с икотой, малыш. Ты мой сладкий. Пойду покормлю ее, ей должно стать полегче. Я только вышла на прогулку, сейчас уже солнце с такими закатными лучами, вот, но я только выбралась. Булочка пока что спит, достаточно сладко. Это происходит каждый раз, когда мы выходим на улицу гулять. Вот, поэтому это не может не радовать. Вот, сон всегда очень сладок. На самом деле произошло уже очень много таких забавных моментов, милых моментов. Вот, их уже копится столько, что немножко боишься, что что-то забудется, хочется сохранить все. Вот, кстати говоря, сейчас расскажу уже один из таких, есть у меня одна такая забавная история уже, хотелось тоже поделиться. Не знаю, может быть, кто-то узнает себя, потому что, ну, как бы, все мы не идеальны, мне кажется, и бывают какие-то такие тоже казусы, вот, и один из них тоже уже произошел с нами. Мы сейчас малышку уже купаем, ей уже можно купаться, вот, и в один из дней, когда мы ее искупали, вот, у нас обычно распределяются так как бы обязанности, я ее купаю, вот, муж приходит с пеленкой, ее заворачивает, потом вытирает, переодевает как раз в пижамку, вот, в пижамку, в которой мы ее как раз укладываем спать, вот, и в один из дней, ну, как бы мы ее искупали, он ее переодел, приносит мне, я обычно сразу ее кормлю, чтобы она как раз покушала и уже спокойно уснула. Вот, я ее, в общем, мы ее искупали, он приносит мне ее в пижамке, я ее кормлю, еще как бы щупаю, думаю, как странно, у нее такая попка странная, вот немножко, вот, но как бы мне какая-то еще дополнительная мысль, в общем, в голову не пришла. Я ее покормила, уложила спать, вот, она прекрасно уснула, в полной отключке, в общем, лежала. Мы еще, естественно, занимаемся какими-то своими делами, и чуть позже я уже основательно укладываюсь сама тоже спать, муж ложится, вот, и пришел этот момент, как раз я сходила в душ, прихожу к ней, опускаю вот эту вот дверку кроватки,
беру ее на ручки и понимаю, что у нее очень мокрая попа. Просто ужаснейшая мокрая попа. Я смотрю внимательнее, понимаю, что она еще окрашена такого желтоватого оттенка. Начинаю щупать еще простынку, понимаю, что вся кровать тоже мокрая. Вот. Панически несу ее как раз на пеленальный столик, бужу мужа, он как раз, говорю ему поменять памперс, вот, потому что мне нужно, естественно, разбираться еще с кроватью, как бы ночь уже на дворе, нужно быстро это все сделать, чтобы тоже лечь поскорее. Вот, и я занимаюсь как раз тем, что меняю простынь. Вот, и муж говорит мне, а что, как бы памперса нет? Оказалось, что он забыл надеть на нее памперс. Она там, значит, спокойненько спит, вся мокрая, да, как бы, и не чувствует никакого дискомфорта, это совершенно не портит ее сон, вот, но памперс, оказывается, муж забыл, в общем, это было достаточно так неожиданно, скажем, вот, называется недосып, да, дает свое. И еще у нас тоже такая фишка повелась, вот эти вот хаггисы, они как бы с винни-пухами, вот, и мы между собой шутим, что она у нас убийца винни-пухов, потому что у нас памперсы тратятся с какой-то невероятнейшей скоростью. Вот, и поэтому мы ей такую дали кличку, как Джон Уик Винни-Пухов. Периодически как раз шуткуем на этот счет, типа, сколько Винни-Пухов погибло сегодня, насколько они страдали, вот, в общем, так как-то забавно получается. На самом деле прикольная фишка в плане, наверное, да, маркетинга хаггисов, эти Винни-Пухи, вот, потому что действительно, ну, как бы прикалываешься над тем, что малышка их да, убивает, что они очень быстро выходят из строя, в общем, получается достаточно забавно. Муж даже периодически прям обращается к Эми, типа, ну что там, типа, Винни-Пух в цел еще, вот, шуткует над ней, либо там, типа, опять ты не пожалела Винни-Пуха, в общем, такие забавные моменты происходят, и на самом деле это очень ценно, и прикольно, когда относишься вообще ко всему с юмором, мне кажется, тоже, ну, только плюс. А я сегодня решила далеко не ходить. У нас основные парки обычно закрываются где-то в 5. Вот, поэтому из-за того, что рядом как бы открыто, это такой большой парк, но до него идти далеко. Вот, я решила сегодня далеко не ходить и посидеть в таком маленьком, но достаточно милом, уютном парке. Вот он так вот выглядит. И он тоже расположен рядышком. Вот, мы сегодня долго гулять не будем, поэтому такая вот лайтовая прогулка, но в достаточно милом месте. Еще я каждый раз пытаюсь поймать ее улыбку на видео и на фото, но это очень сложно. Вот, она буквально минут назад очень так заливисто улыбалась во сне. Ну, сейчас немножко тоже легкая такая улыбка проявляется. Вот, а так, чтобы поймать на камеру, это, конечно, я не знаю, нужно очень изловчиться. А еще я хотела рассказать про педиатра. Вот я как раз говорила, что мы недавно ходили, собственно, к педиатру, да. Вот, но до этого мы ходили все время в Лос-Аркос, вот. И вот последние 2 раза мы ходили как раз уже к другому, которого нам порекомендовали. Вот, очень я довольна посещением, очень довольна врачом. Вот, мы теперь к нему будем ходить постоянно. Вот, и еще огромный плюс в том, что прием у него стоит в 2 раза меньше, чем в Лос-Аркосе. Вот, он гораздо внимательнее, больше смотрит, больше всего проверяет. Вот, если что, можно ему написать в WhatsApp. Вот, поэтому в этом смысле я считаю, что нам очень повезло, что нам смогли посоветовать как раз педиатра. Вот я очень довольна тем, что мы ходим к нему. Вот. И пока что, в принципе, все хорошо, что тоже не может не радовать. Вскоре нас ждут прививки. Вот я тоже уже уточнила у врача, как это все происходит, как нужно записываться, вообще, как нужно ли получать направление на прием. Но это нас ждет только уже 3 марта, так что не скоро, вот, поэтому можно пока что спокойно наслаждаться жизнью, кушать, расти, вот, как-то так. Ко мне в итоге присоединился на прогулку муж, и мы решили дойти до другого парка, который немножко дальше от этого, вот, немножко прогуляться еще по нему, вот, потому что все-таки отличная погода, хочется больше гулять. А мы внезапно решили дойти до Большого Джамбо, докупить еще Винни-Пухов, потому что они очень быстро уничтожаются. Вот. И еще тоже, наверное, фарш, потому что я хочу сделать запеканку. Ну, еще что-нибудь вкусненькое посмотрим. Вот. После Москвы Буэнос-Айрес кажется таким небольшим городком, поэтому мы очень любим гулять по нему пешком. Моя жизнь как бы несообразна. Мне кажется, я уже сотни раз повторила, что очень люблю закатный свет. Вот такие вот лучики, мне кажется, они прям создают свое настроение.
Вон там вдалеке виднеется наша цель. Что, момент истины, есть ли акция на Винни-Пухов? Нету? И хоть нам немножко не повезло с памперсами, вот мы в итоге решили купить продукты. Булочка спит. А так выглядит наша продуктовая корзина. Надеюсь, что вы отлично провели время. Увидимся в следующем влоге. И всем пока-пока!